Всем привет! Мира вам всем и здоровья! А сегодня у нас по плану приготовление адыгейского сыра. Адыгейский сыр – это мой любимый сыр. Мы его используем каждодневно, очень любим, готовим из него разные блюда, включая выпечку. Вот смотрите, адыгейский сыр после приготовления вот такой упругий. Видите, он вот такой, но очень нежный, вкусный, мягкий внутри. Сегодня я на канале приготовлю завтрак с использованием адыгейского сыра, а сейчас я его разрежу, и далее вы посмотрите, как мы готовим адыгейский сыр. Смотрите, разрезаем. Видите, как режется, как хорошая такая упругая структура. Вот видите, однородность какая. Вот он такой нежненький, но достаточно упругий. Конечно, я его и так разрежу. Очень хорошо режется брусочками, кубиками. Вот такая вкусная нежнятина. Его можно жарить, его можно просто так кушать. Из него можно печь все что угодно. У меня есть на канале халюжи с адыгейским сыром. Замечательная. Если вы еще не готовили, посмотрите. Там и тесто исключительно, и сыр адыгейский там используется. Поехали готовить. Друзья мои, для приготовления адыгейского сыра понадобится 3 продукта. Это соль пищевая поваренная, неиодированная, молоко и молочно-кислая сыворотка. Настоящий адыгейский сыр готовят исключительно из натурального коровьего молока. Однако, учитывая тот факт, что не каждый из вас может купить фермерское или деревенское молоко, мы будем сегодня готовить из магазинного молока. Однако рекомендую купить молоко жирностью не ниже 3,2%. Чтобы приготовить сыворотку, заранее сварите литр молока и пол-литра кефира. У вас получится творог, который вы можете использовать по своему усмотрению. А сыворотку оставьте на столе на 3-4 дня для того, чтобы она прокисла. Вот получившуюся сыворотку вы будете использовать для приготовления уже настоящего адыгейского сыра. Если приготовить хотите на сыворотке из магазина, купите сыворотку. Поставьте ее в холодильник и забудьте за нее. Пусть у нее уйдет срок годности хотя бы на 5 дней в холодильнике. И тогда вы получите сыворотку немножечко кислую, которая для приготовления адыгейского сыра будет пригодна. Адыгейский сыр готовят исключительно с использованием молочно-кислой сыворотки и никогда не используют уксус. Достаточно лирики. Смотрите, я поставила вот здесь у меня 3,5 литра молока. Все это у меня стоит на медленном огне. Когда готовят адыгейский сыр, молоко необходимо пастеризовать. А это значит довести его до состояния 90-95 градусов, но ни в коем случае не кипятить. Когда молоко пастеризуется, а именно достигает температуры 95 градусов, вот здесь убиваются все микробы, а полезные свойства молока остаются. Вот сейчас у меня молоко потихонечку нагревается, я не использую градусники, термометры, ничего не использую. Как только молоко начинает вот здесь покрываться вот такими пузырьками и поверхность как будто дрожит, вы знаете, что в этот момент молоко закипит. Ни в коем случае этого допустить нельзя. Вот в этот момент мы по стенкам начнем вливать молочно-кислую сыворотку и будем ждать, когда свернется белок. Сыворотку я полчаса назад достала из холодильника. Она сейчас комнатной температуры, может быть даже немножечко ниже. Сыворотку не надо подогревать. Вот посмотрите, начинается сам тот процесс, когда много схватываются пузырьков. Вот эта поверхность дрожит. Делаем совсем слабый огонь. И сейчас будем вливать сыворотку. Берем сыворотку и выливаем по краю посуды. И продолжаю выливать сыворотку. У меня литр сыворотки, я уже вылила больше пол-литра. Молоко можно перемешивать и нужно, для того, чтобы перемешалось все.
Начался процесс сворачивания молока. Мы еще добавляем. Огонь я все еще не выключаю, на медленном огне. Сыворотку я вылила ровно литр, но она у меня была кислая. Вот такое зерно у нас получается. Сыворотка должна получиться вот такого цвета. Сейчас камера не совсем тот цвет передает, она гораздо светлее. У нас ночь. Выключаем. Как видите, у нас так и не закипело это все. Можно сразу сцеживать. Я оставляю на 5 минут. Я пробовала и так, когда сразу горячий выливаю в форму, и когда она у меня постоит 5 минут. Разницы я не вижу, ничего не сделается с сыром. Важно, чтобы весь сыр собрался и сыворотка получилась прозрачной. Вот видите, сыворотка прозрачная. 5 минут прошло, подготовили соль, форму. Мы сейчас будем откидывать этот сыр. Вот так беру и выливаю. Вот эту форму я купила в интернет-магазине, в самом бесплатном, с бесплатной доставкой. Интернет-магазин есть, который вам завтра привезут его. Вот эту форму. Эту форму. Это японская форма. Там написано просто дуршлаг или что-то такое. Но она выдерживает температуру до 120 градусов. Поэтому можно не бояться. Потому что в обычный пластик, который не выдержит такую температуру, опасно. А вот это, чтобы получился кружочек красивый, можно такую использовать. У нее диаметр 20 сантиметров, 19, и глубина где-то 8. Получается такой аккуратненький кружочек. Мы немножечко распределяем. Больше мы с сыром ничего не делаем. Мы его не приминаем, не утрамбовываем. Спаси, сохрани, ничего не делаем. Он сам это все сделает, он такой послушный, он знает, что он делает. И сразу в литровую баночку оставлю на столе сыворотку. Она у меня на столе дня 3 постоит, и затем я уберу ее в холодильник. В холодильнике она постоит, может быть, дней 10, пока мы этот сыр съедим. И затем я буду использовать ее вновь для приготовления адыгейского сыра. Здесь достаточно крупное творожное зерно. Нет необходимости никаких марлечек, я терпеть это не могу. Сыворотку вот я уже отставила. Остальное сразу в холодильник уберу. На этой сыворотке очень вкусные блинчики. Сыру придадим вот такую немножечко круглую форму. Ну, вот так просто совсем легонечко от стенок ее. Ни в коем случае не прессуйте. Не надо. Это лишнее. А затем сверху посыпаем солью. Я сыплю чайную ложку соли. Обязательно подсолите, но можете соли насыпать меньше. И в таком виде мы оставим где-то на полчаса. Друзья мои, прошло 40 минут. Подходящей тарелочкой по диаметру прикрываем. Сейчас мы аккуратно должны его освободить. Вот какой красавчик получается. И также с помощью тарелочки аккуратненько назад его вернуть, чтобы он и с другой стороны получился красивый. И также сверху присыпем чайную ложку соли. А затем я просто тарелочкой диаметра побольше вот так закрываю. И сейчас уберу в холодильник до утра. Вот такой адыгейский сыр у нас получился. Это оригинальный адыгейский сыр. Он приготовлен на молоке, на сыворотке с использованием небольшого количества соли. А вы не забывайте подписываться на наш с Петровичем канал. И в конце вас ждет небольшой сюрпризик. Сейчас мы с вами приготовим завтрак с адыгейским сыром. Вот этот адыгейский сыр я порежу кубиками. И нарежем вот так, вот такими пластиночками адыгейский сыр. Из помидоров будем делать салат. Порежем помидор на кубики. Очень красиво, когда в салате все нарезано одинаково. Кубики у огурчика будут поменьше, но будут кубики. Половинку
болгарского перца тоже кубиками. Я готовлю завтрак для двоих. Нам с Петровичем этого хватит. Режем зелень. Сегодня я в салат добавлю молодой чесночок. Совсем немножко. Вот он такой молодой еще. У него одежка тоже мягкая. Мы ее снимем. И чесночок тоже мелко порубим. А дальше на помидоры всыпаем болгарский перчик, лучок, чеснок, адыгейский сыр. Наливаем столовую ложку любого растительного масла, можете оливковое, сверху укроп и петрушка. Можете использовать кинзу. Я кинзу буду добавлять в яичницу, поэтому не хочу сюда. Все хорошо перемешайте. Если хотите, присолите. Сковороду надо немножечко сливочного масла положить. Вот смотрите, грамм 30. И сюда же добавить адыгейский сыр. Обжаривать будем с двух сторон по 30 секунд до появившейся золотистой корочки. Если вы никогда не жарили адыгейский сыр, обязательно это сделайте. Вот так выкладываем подрумянившийся сыр на тарелочку. А сейчас мы приготовим яичницу с адыгейским сыром. В сковородку добавляем 30 грамм сливочного масла и 1-2 столовые ложки растительного. Хорошо разогреваем. Добавляем 1 луковицу мелко порезанную. Добавим немного зеленого лука и будем обжаривать до золотистого цвета. Как только лук начинает подрумяниваться, выкладываем адыгейский сыр. Чтобы он обжарился, надо ему вот просто подготовить в луке вот такие места, которые без лука. Но желательно, чтобы адыгейский сыр лежал у нас на сковородке. Он нам нужен поджаренный. И сейчас мы это слегка обжарим. Немножко обжарился с одной стороны. Теперь все перевернем. Хорошо перемешаем. Сделаем слабый огонь. Я взяла 4 яйца. Перемешала. Добавила соли, прям по вкусу, пол чайной ложки. И этой смесью зальем лук с адыгейским сыром. Сверху присыпем черным душистым молотым перчиком. Высыпем вначале кинзу, укроп, петрушку. Закроем крышкой и до готовности будем готовить. Через 3 минуты я разрезаю на порционные кусочки. И через минуту завтрак будет готов. Друзья мои, вот такой вкусный завтрак с адыгейским сыром у нас получился. Смотрите, обжаренный адыгейский сыр не теряет своей формы. Он просто приобретает вкусный сливочный вкус такой и сумасшедший запах. А если вы никогда не готовили яичницу с адыгейским сыром, то вы так много потеряли, но я думаю, вы еще успеете наверстать. Это так вкусно! Адыгейский сыр, лук, зелень, кинза – это море удовольствия. А сколько полезностей, это вообще не рассказать. Видите, сыр как обжарился? Ну это просто фантастика. Готовьте, я вам настоятельно рекомендую. Космос! Я пойду Петровича звать, а вам вкусных, полезных завтраков.